недвижимости. Друзья, повторяю, что на территории острова Кипр вы не найдете такой информации. Это уникальный контент, который я готовлю вместе с компанией Alim Consulting. Мы мониторим рынок недвижимости, не только жилой, но и коммерческой, и земельных участков с 1000 какой там у нас, чтобы не сказать. В общем, с 2019 года, да, 2019 год. Как только вот началась, помните, пандемия, да, как раз вот мы это самое начали мониторить рынок недвижимости, и я, собственно говоря, и собирался переехать на этот остров, но потом 2 или сколько там года, 3, это пандемия, потом война началась, в общем, попал в тюрьму длиною почти с 19 по 2024 год. Ну, хорошая история, 5 лет жизни просидеть вот это самое, в 4 стенах, да. Но бог с ним. Сейчас мы говорим о недвижимости в данном слайде муниципалитета именно Никосия. Также делится на недвижимость, делится на новое жилье и старое жилье. Новое жилье – это класс А и Б, отличается от старого жилья. Новые здания-сооружения выполнены из энергоэффективных, энергосберегающих материалов, где, в общем-то, летом не жарко, а зимой не холодно. Напомню вам, что на Кипре нет отопления, но зато много солнца. А вот старое жилье – это С, Д, Е, Ф, но я буду в последующем называть это старое жилье, не буду перечислять классы. Это, в общем-то, уже старое жилье, менее энергоэффективные материалы. Зимой, говорят, холодно, хотя вот честно, я живу в таком жилье и ну, совсем не замерз по сравнению с городом Киевом. Это можно даже сказать, на юге находишься. Ну, так оно и есть. То есть старое жилье стоит дешевле именно в силу того, что выполнено из неэнергоэффективных материалов и, естественно, как говорят местные, зимой холодно, а летом жарко. Ну, летом я еще не жил, посмотрим. Итак, смотрим сначала на карту. Друзья, здесь очень быстро пройдемся, что в целом, расскажу, как пользоваться данной информацией. Апартаменты новые выросли в стоимости за 1 месяц на 0,68%. Друзья, в этом году муниципалитет Никосия и в целом, значит, все муниципалитеты, которые входят в провинцию Никосия, показали динамику роста. То есть в 2024 году, кто меня смотрит давно, можете посмотреть, есть в открытом доступе эти, мы наблюдали, как в целой, ну, в общем-то, по всем муниципалитетам, которые входят в провинцию Никосия, динамика снижения была. Сейчас это, в общем-то, динамика положительного роста. Итак, рост за месяц 0,68%. Средняя стоимость квадратного метра нового жилья составила 2982 евро за квадратный метр. Но это вот сопоставимо примерно, друзья, с административными районами, которые в городе Киеве. Это Печерский район, Шевченковский центральная часть, Голосеевский центральная часть. То есть вот там примерно такая же стоимость, причем не нового жилья. Можно вполне купить эконом, комфорт-класс за эти деньги. То есть недвижимость недорогая. Не слушайте этих риэлторов, которые вам рассказывают, что это остров миллионеров. Ничего подобного. Дальше, друзья, старое жилье подорожало за месяц очень сильно на 1,25%. Здесь стоимость, мы видим, 1924 евро за квадратный метр. Но вполне бюджетно. Я думаю, что в довоенные города, такие как город, ну, Одесса, наверное, город Львов точно, могли бы позволить люди по себе приобретение такой недвижимости по таким, в общем-то, по такой стоимости. Конечно же, есть виллы, но в этом видео мы говорим о многоквартирных домах. То есть здесь сюда не входят виллы. Виллы, конечно, есть там и миллионы, и десятки миллионов. Сейчас мы этот сегмент не рассматриваем. Вы также можете посмотреть, друзья, внизу вот здесь на экселевские данные, такая табличка, да,
насколько много локаций в городе, муниципалитете Никосия. То есть вот здесь они все перечислены. Это официальная статистика, я ее взял со службы статистики острова Кипр, южной его части. То есть она в открытом доступе есть. Но я имею в виду административное деление города, муниципалитета вот на эти локации. А вот эти данные, естественно, уже те, которые мы обрабатываем. Не везде есть рынок, как вы видите, но все равно, если вы посмотрите, разница от 3000 Агиос Андреас, ну, мой почти этот самый, как он, тезка, да, 3028 евро до самое низкое мы видим 1730 евро. В среднем, если мы смотрим красная вот здесь черта подытоживающая, в среднем по городу муниципалитету Никосия 2982 евро средняя стоимость квадратного метра, что показало динамику роста за месяц плюс 0,68%. Давайте посмотрим, что произошло в динамике за один год уже по целому, естественно, городу, муниципалитету. Вот этот вверху график рисунок показывает нам вот эту динамику роста. В общем-то, 2025 год прошел под знаком роста стоимости. И в среднем вы можете посмотреть, если обратите внимание, красная черта, подытоживающие данные, это у нас декабрь 2024 год, 2866 евро и 2982 евро, это вот здесь, да, вот, то есть мы видим, что за период 12 месяцев стоимость выросла на 4,02%. То есть вполне адекватно себя ведет рынок. Почему вполне адекватно? Когда мы будем основные макроэкономические показатели, которые характеризуют состояние экономики острова Кипр, рассматривать. Но это в конце видео. Досмотритесь. Я вам объясню, почему это адекватное поведение рынка. Следующий слайд. Здесь мы уже будем о старом жилье говорить. Я уже карту не буду вам показывать, ну, разбирать мы проговорили. Внизу видим, что красная черта 1924 евро стоимость квадратного метра в декабре 2025 года. В декабре 2000 это, я прошу прощения, в ноябре 2025 года 1900, то есть здесь сравнение у нас один месяц старое жилье, что показало рост на 1,25% за месяц. Но это, друзья, достаточно много. Также сейчас посмотрим, что произошло со старым жильем на протяжении года. Видим, что декабрь месяц, сразу вот здесь внизу будем смотреть красная черта, да, или красный шрифт. 1859 евро вот здесь на графике, эта цифра. И 1924 евро, это на графике видим декабрь 2025 года, что в целом показало рост на 3,47% за 12 месяцев. То есть старое жилье, видим, что подешевело 3,5%, а новое жилье подорожало. Вернее, подорожало на 3,5%, а новое жилье, как мы уже разбирались, на 4 там, с чем-то процентов. То есть новое жилье более востребовано и, естественно, стоимость квадратного метра растет.